Всем привет! Наконец-то я себе сделал мангал с печкой. Делаю это все из обычных газовых баллонов и обычного черного металла, в основном, который у меня был в остатках, ничего не покупал. Здесь вообще в нем 5 функций. Основные функции — это у нас барбекю отдел. Здесь положил чугунные решетки из скалосняков. Это, кстати, потому что размер нестандартный. Газовый баллон, они 30. То есть чаще идут решетки на 350. Также это у нас обычный мангал. Потом у нас идет плита. Не знаю, буду ее использовать, но есть возможность, сделал. Это третья функция. Четвертая функция у нас, мы ставим казан. И также мы используем это как коптильню. Для этого все мы сделали регулировку, очень довольно, скажу, чувствительная, потому что я начинал замерять на термометре, примерно 10 градусов можно контролировать. Также делал в мангале побольше всяких полочек, что это очень надо. Здесь для дров, для решеток. Сделал много разных крючочков со всех сторон. Также, если вы заметили, он у меня на колесах для транспортировки. Выдвигается он довольно легко, без сильных усилий. Также сделал заслонку в трубе. Она понадобится больше для коптильни. Оголовок для трубы и регулируемую ножку на печке. Обзора, думаю, достаточно. Пора вернуться к самому началу и рассказать, как я его делал. У меня было 2 пустых газовых баллона. Скрутил вентиля с помощью ключей и труб. В баллонах еще осталось немного газа в жидкой форме. Его я вылил на черенок от лопаты и поджег. На мое удивление, была большая вспышка, и пламя распространилось в радиусе 5 метров. Так что будьте очень осторожны, когда будете выливать газ. К тому же он еще был очень вонючий. Далее заполнил баллоны водой. В процессе наполнения было заметно, как выходит газ. Только после полного наполнения баллонов водой срезал верхнюю шайбу. Когда слил воду у баллонов, все еще остался сильный запах газа, и я решил оставить их проветриться на пару недель. В итоге вернулся к ним почти спустя год. Уж выветрились так выветрились. Но начал я не с баллонов, а с основания под них. Для него использовал старые водопроводные трубы диаметром 22 мм и толщиной 2,5 мм, которым сразу приварил болты для колес. Колеса диаметром 20 см открутил от сломанной тележки. Высоту ножек сделал на таком уровне, чтобы центр баллона был на высоте 90 см. Также сразу приварил пластину для монтажа направляющих под выдвижную полку. Сварил все каркасы воедино и зачистил. Для нижней полки, которая у меня предназначена для дров, использовал стальные прутья 14 диаметра. Ну что ж, основание готово на 90%, и пришло время заняться баллонами. Для начала отрезал нижнее кольцо и зачистил. Затем наношу разметку от сварного шва по окружности в каждую сторону, отступая по 236 мм. Это ровно середина баллона, и на этих отметках будут расположены шампуры. В задней части будущего мангала сразу просверлил отверстие под шампуры. Я долго сомневался, на 8 или на 9 шампуров. В итоге сделал на 8 и угадал, так как я шашлык привык делать из крупных кусков мяса.
Затем от отверстия отступил 100 мм, а с другой стороны 15 мм. И это уже будет крышка мангала. Чтобы лучше было видно, где резать, по разметке наклеил малярную ленту. Сразу отрезал только по бокам и решил приварить боковые пластины шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Согнуть ее без гибочника сложно, и я сделал приспособу из нижнего кольца баллона. Нагревая металл и не прикладывая большого усилия, она сама легко сгибалась. Да, конечно же, пластина идеально не выгнулась, но она уже была ровной окружности. С помощью стяжного ремня и обрезков труб прижал и приварил ее к крышке. Дальше до конца вырезал крышку. Она разогнулась, немного больше, чем на 1 сантиметр. С помощью стяжного ремня сжал крышку и приварил усилителем. Теперь идеально. Далее крышки приварил обычные дверные петли, оставшиеся полосы и ограничители. На этом этапе перешел ко второму баллону. По высоте отрезал баллон на уровне 34 см от шва и вырезал дверцу 25 на 25 см. Поддувало делал из листового металла толщиной 2,5 мм. Его размеры 120 на 75 мм. Верхнюю стенку я сразу не приваривал. Делаю отверстия по бокам для штыря заслонки. Заслонку делаю горизонтально, чтобы потом было удобнее доставать золу из печи. Одну сторону штыря загнул, там где будет ручка, и приварил по центру пластину. Со второй стороны установил пружину и приварил шайбу. Доделываю до конца поддувало и вырезаю под него отверстие в баллоне. Устанавливаю его так, чтобы оно было под наклоном. Сварил зольник из прута 16 мм. В баллоне приварил 4 уголка под него. Отрезал вторую часть баллона по краю сварного шва. Внутри получилась полка примерно 5 мм. Ее я собирался приварить сверху, но передумал. И вот почему. Сделал в ней отверстие под кольца для плиты. В это же отверстие я планировал ставить казан. Хорошо, что не успел купить казан заранее, так как хотел покупать 8-литровый. Отверстие под плиту получилось 255 мм, и я понимал, что оно маловато для казана. В целом у баллона внутренний диаметр 294 мм. Просидев день в интернете, я понял, что максимум, что я могу себе позволить с отверстием в 29 см, это 6-литровый казан, так как казан не должен выступать над печкой больше, чем 1/4 часть от высоты, и хорошо будет прогреваться только та часть, которая погружена в печь. При этом, если бы я все оставил как есть,
то от зольника до низа казана было бы расстояние 24-25 сантиметров, а это мало. Рекомендуют в таких видах печей делать расстояние от зольника до казана от 25 до 30 сантиметров. Я решил доварить 5 сантиметров в печке. Еще уменьшил проем дверцы изнутри на 3 сантиметра, так как труба теперь будет ниже. К верхней крышке сделал ручки и приварил по периметру полосу, чтобы все плотно садилось. Доделываю дверцу, устанавливаю ручку. Сразу я подумал, что просто пластина будет плотно держать дверцу. Но нет, пришлось не делать прорезь и приваривать ответную планку. Далее соединяем два баллона. Делаю я это через круглую трубу диаметром 100 мм и толщиной 4 мм. Снизу на всякий случай сделаю еще подпорку. Теперь делаю выход под трубу из той же сотой трубы. Маляркой отметил, насколько будет опускаться труба, и потом линейкой примерно каждые 2 см отмечал вертикальное расстояние от баллона на трубе точками. Объединил это все в единую линию и отрезал. Подошло идеально, правда потом снизу доварил еще кусок, чтобы не заваривать отверстие. Установил заслонку по тому же принципу, как и на поддувало. Верхнюю часть трубы заузил, чтобы потом можно было одеть трубу из нержавейки. Из пластины вырезал крепление для ручки. И из 10-го прута выгнул ручку для транспортировки. Сделал прокалку баллона и понял, что когда я буду коптить, плита будет нагреваться и можно будет легко обжечься. Поэтому сверху одел нижнее кольцо, но позже прикрутил деревянный щит с зазором. Теперь и пиво можно поставить, пока жаришь шашлык. Также приварил регулируемую ножку для лучшей устойчивости. Для этого в трубке просверлил отверстие, к ней приварил гайку, но для удобства на болт приварил ручку. Из-за колес есть риск, что мангал может перевернуться, так как печка, нагруженная дровами и казаном, получается очень тяжелой. Ножка не будет нести на себе нагрузку, она будет служить как упор. Также сделал еще одну полку из стальных прутов, добавил мелких крючков по периметру. Обезжирил баллон и покрасил огнеустойчивой краской. Из листового металла 2,5 мм сделал колосник для мангала. Делал его из двух частей, чтобы его можно было достать. По краям приварил пластину под углом для жесткости. Отверстие сделал на увеличение с 8 до 12 мм, чтобы подув распространялся равномерно. По ширине колосник 14 см и пластина на косую по 1,5 см. Сделал ручки из черенка. Установил термометр для гриля. Купил его на AliExpress. Ссылку на термометр оставлю в описании. Все, мангал готов.